Всем привет, с вами Тандер, и сегодня я хочу затронуть острую, но логически очень простую тему – проигрыш в бою. Но я хочу поговорить не просто о проигрышах или сливах в одну калитку, а о том, что я замечаю довольно часто и о чем вообще все молчат – слив при изначальном выигрыше. Сразу хочу сказать, что ролик больше разговорный, хочу просто высказаться и поделиться своими мыслями. Итак, замечали ли вы, что иногда бывают такие ситуации, что вроде бы вы тесните врага, дожимаете до респауна, а через уже несколько минут у вас ни одного танка, а враги беспрепятственно захватывают точки. На самом деле это довольно часто, по моим наблюдениям, ситуации, и виной тому логистика и жадность. Ни для кого не секрет, что на любой войне, любом боестолкновении самое главное это логистика. Если, играя в стратегии, логистическая составляющая часто понятна и представляет из себя буквально поставку припасов для юнитов, то в War Thunder слово логистика должно восприниматься скорее как подкрепление. В момент, когда большая часть команды пересекает теоретическую середину поля боя, она автоматически оказывается в более слабой позиции относительно другой, так как логистически прибытие подкрепления для укрепления линии фронта становится сложнее, от респауна ехать дальше. Тут также стоит ввести такой термин, как критическая масса. Под ним я понимаю количество игроков, достаточное для беспрепятственного продвижения до ключевых позиций с учетом возможных потерь. То есть, например, если у вас единый фронт из 15 человек, а у врага 5 человек, разбросанные вдалеке друг от друга, то ваша команда набрала критическую массу для пуша. Но тут стоит не просто воспринимать это все как перемещение пешек в вакууме. Нет, в реальном бою все гораздо сложнее. Огромная часть понимания ситуации зависит от локации карты. На разных картах, казалось бы, одинаковая ситуация по разъездам, танкам и прочим параметрам может привести к совершенно разным результатам. Замечали ли вы, что если в начале боя вся команда заспаунилась на одном фланге, то это почти всегда слив? А почему? Казалось, куча игроков, прорыв фланга, но все равно слив. А ответ очень простой. Защита всегда имеет преимущество. Когда волна союзников доезжает до точки финальной, то они наталкиваются на вражеский респаун. Однако враг в этот момент, скорее всего, беспрепятственно проезжает с другого фланга, тем самым отрезая возможное пополнение сил союзников, которые, оказавшись на вражеском респауне, находятся в проигрышной ситуации с точки зрения позиционки. Да и к тому же, если карта сделана определенным образом, враг с респауном может мгновенно уничтожить танковую сидушку, а та в ответ ничего не сможет из-за неуязвимости при респауне. Волна раша может остановиться и не дойдя до респауна врага, а просто из-за локации. Даже два танка психологически могут остановить 5 или 6, ведь человек, даже находясь в большинстве, будет думать, сейчас кто-то выйдет, а потом и я. Но этого кого-то не находится, ведь так думают все. При этом, чем дольше волна пуша стоит на месте вдалеке от своего респауна, тем хуже, ведь враг в ответ накапливает свою критическую массу. Это особенно видно, если волна пуша еле-еле доковыляла до вражеского респа, при этом враги, появляясь на респауне, не разъезжались вокруг, а останавливались на месте. По итогу уничтожить 2-3 танка около респа, контрволне уже нечего противопоставить, и команда, которая начала хорошо, может проиграть. Тут очень сильно оказывает влияние на игру одноресповые амогусы, которые просто слив танк сразу ливают. К чему я это все? Я хочу сказать, что просто рашить в тупую до вражеского респауна это не просто не всегда, а довольно часто приводит к поражению команды. Конечно, я не говорю, что надо остановиться, занять позицию, если ваша команда выигрывает по точкам, и сидеть, ждать победы. Хотя, если вам она важна, победа, это будет наилучший вариант. Враг все равно поедет к вам. Но нужно хотя бы попытаться распределиться по карте, пытаться понимать, что будет дальше. Тут дело, конечно, в том, что игра обладает элементом рандома, и не таким рандомом, на который все ноют. Нет, я не про это, я про рандом в целом. Абсолютно неизвестно, как сыграет команда врага. Абсолютно неизвестно, куда поедет каждый человек и что он будет думать. Все эти вводные часто не позволяют реализовать даже, казалось бы, выигрышное положение. И не стоит забывать о жадности. Жадность, жажда наживы, охота за деньгами. Все эти пороки толкают пушить, сводя с истинной дороги камня. Целью этого ролика я ставил поделиться мыслями по поводу того, почему команда, которая оголтела рашит, часто проигрывает, даже начиная с преимущества. Ведь повлиять на это, к сожалению, ни я, ни вы не можете. Такова суть вещей. Такова суть рандома. Такова воля Зевса. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.